И снова ночь и тишина, данная навек. А если вам не спится так же, как и мне, либо вы смотрите этот выпуск в другое время суток, это ваши проблемы. А с вами Миша Выплюшка. Всем привет. Это канал бывшего осужденного. Продолжаем смотреть цикл передач «Русская тюрьма. Вчера и сегодня». 9 серия. Владимирский Централ. Ссылки на ВК, Инстаграм, мой второй канал, ТикТок и многое другое найдете в описании. Лайк, подписка, погнали. Лежит на сердце тяжкий груз. Эту песню музыканту Андрею заказывают аж по 20 раз за вечер. Песня Михаила Круга сделала тюрьму номер 2 города Владимира самой популярной тюрьмой России. Сегодня это обычное московское шоссе энтузиастов. Но его настоящее прежнее имя то и дело встречается в названиях окрестных ресторанов и торговых точек. Владимирский тракт? Не Великий знал. художник Исаак Левитан. Картина под названием «Владимирка». Проселочная дорога, уходящая в бескрайнюю русскую даль. Всяк понимал, Владимирка — это Владимирский тракт. Дорога, которая вела из Москвы на восток. Каждый год, осенью и весной, гигантские этапы в тысячи человек, собиравшиеся в московских пересыльных тюрьмах, шли по этой дороге на восток. Как правило, в Сибирь, на каторгу. Шли неделями и месяцами. Кирюх, здорово. На выходе из Москвы дорога была обсажена белыми березками. И народ это очень точно подметил. Говорили, березки Напиши пошел мне, считать. когда Что посмотришь сначала это видео, пошел по этапу. сделаем новую рубрику на НТВ с моими комментариями. Так, это что? Вчера. На фоне древних Владимирских соборов это голубое зданице не смотрится никак. А ведь тоже достопримечательность. Чем? Тюрьму построили при тюряга? Екатерине II. Во времена Как и многие Пушкина другие. в этом красном корпусе держали поляков, участников антимосковских восстаний. А по-настоящему в историю Владимирский Централ вошел при советской власти. Так. Уже в 18 году ЧК стала сажать сюда ее противников. С 30-х же Централ стал тюрьмой особого назначения НКВД, то есть политической, и был такой полвека. Тогда же в 30-е построили новый огромный корпус, и емкость тюрьмы возросла до 2000 человек. Работать в тюрьму радостно шли парни и девушки из голодных колхозных деревень. Еще бы. Паёк Еще бы. НКВД, форма и койка в общежитии. Да и бабки, наверное, неплохие. Отец умер в 1936 году, мама умерла в 1940-м, перед пенсией, перед войной. И я боялась, чтобы меня не уволили. Куда идти-то? А в тюрьме было общежитие. Варвара Ивановна – живая легенда Централа. Она проработала здесь больше полувека. Санитаркой и дезинфектором, за что Представляете, что получила она видела? характерное прозвище «Тетя Хлорка». Очень Тетя Хлорка. тяжело было работать. Очень тяжело. При такой дисциплине очень. И дядя очень Вантус, тяжело у него муж. работать было. Ни с кем ни слова. Все шепотом, все шепотом, все шепотом. Прославляя сталинские годы, под высоким знаменем Москвы будут жить счастливые народы Латвии, Эстонии, Литвы. 40-й год. Советская кинохроника. Братья Прибалты счастливы от того, что их страны стали частью Великого Советского Союза. Наконец настанет социалистическое счастье. Десятки тысяч трудящихся столицы Советской Латвии участвовали в демонстрации, посвященной принятию новой Советской Республики в состав СССР. И оно настало. Правда, на лицах местных лидеров особой радости не видно. Они в большинстве понимают, что от вступления в Союз хорошего им ждать не придется. И они правы. Первые лица в прошлом независимых Литвы, Латвии и Эстонии были арестованы. Некоторые отправлены сюда, в тюрьму особого назначения госбезопасности, во Владимирский Централ. Здесь их имена скрыты под номерами и неизвестны даже большинству сотрудников Все тюрьмы. под номерами. Номерные заключенные Централа. Помните песню-то? Мой номер 245.
на телогреечке, печать, отсылочка такая, пасхалка. Антон, он же Антанас Меркис, бывший премьер бывшей независимой Литвы. К моменту ареста якобы за шпионаж, безработный. Номер 1. Его жена номер 2. Их сын Гедеминас. Номер 4. А третий кто? На фото слева Меркис премьер-министр. На фото справа, он же через 4 года, заключенный. Охуеть. Когда его арестовали вместе с сыном. Сыну еще не исполнилось 18 лет. Это Гедеминас Меркис. А тут музей еще есть. Говорили, он сошел с ума. Он не требовал художественной литературы, а требовал книги по истории дипломатии. Вот в 80-е годы прошлого века он стал ведущим специалистом по рыночной экономике. Таким будущий известный экономист Гедеминас Меркис был в 17 лет, накануне ареста. Таким он стал через 3 года тюрьмы. Ёпта. Нихера себе, блядь. Здесь... Это не то, что я. Вот посмотрите на меня после 12 лет тюрьмы, да? Кто видел мои фотки там ВКонтакте, в Инстаграме, где я там молодой что-то выкладываю? Блядь. Ёпта. Раньше вот в натуре страдали. Многие номерные сидели семьями. Министр иностранных дел Латвии Мунтер с семьей, прям семьи главком сидели? эстонской армии Лайдонер с женой, а также брат Сергу Орджоникидзе, сестра Надежды Аллилуевой. Они специально находились строго в одиночных камерах. Вот лишь только на время прогулки Меня дед в детстве называл Серго Орджоникидзе. они могли встретиться со своей семьей. Потом снова разводили по одиночным камерам. Ну, режим содержания тоже отличался. Например, они могли заниматься литературной деятельностью, заниматься умственным трудом. Я думал, все вместе. Что за дела? Что за херня, блядь? Интернет не проплатил. Алло. Давай, отвисай, старичок. Здесь многие номерные сидели семьями. Министр иностранных дел Латвии Мунтер с семьей. Блядь. Да ладно. Да что такое-то, ёпта мать. Все нормально, заебись. Извиняюсь. Технические неполадки. Сегодня во Владимирском Централе содержатся те, кому приговором назначено крытое, тюремное заключение. Сегодня Централ — это мужская тюрьма. Кроме этого, следственный изолятор и большая тюремная больница. Там такие Здесь жестики аккуратно, находятся. чисто и тихо. Статус самой знаменитой тюрьмы обязывает. При входе стоит иностранный автобус для перевозки арестантов. Подарок немецких товарищей россиянам. Внутри чувствуем, как немецкие легковушки лучше наших пока, так и немецкие автозаки. Базара Зато нам нет. до кого равняться. Сегодня некоторые туристические компании на своих сайтах предлагают услугу. 1 день во Владимирском Централе за 3000 рублей. Неплохо. Не уточняется, правда, в камеру, к какому контингенту сажают туристов. А сидят здесь люди очень разные. Тюремного заключения за легкие преступления не дают. Базар нет, точно, 100 пудов. Под крышей Ежовского корпуса висят колокола. Новая тюремная церковь, устроенная в бывшей камере. Батюшка тоже осужденный, с большим сроком. Нифига себе. Положен в сан прямо в тюрьме. Церковь разрешила. Обычно приезжают туда. Здесь случаются и венчания, потому что жениться сейчас не проблема. Технология проста. Ну да. Подаешь объявление в местную газету и ждешь, пока откликнется та единственная. Посидел, подумал, а что же мне вот одному-то по жизни-то шкребаться? Года ведь уходит. Витек. Дай-ка, думаю, я напишу. Может, женщина какая. Ну, тем более примеры. Рядышком тут осужденные. Не я ж первый, не я последний. Единственные откликаются охотно. В незамужних женщинах недостатка нет. Ну и что муж сидит? Зато не пьет, нечего, не гуляет, некуда, наркотиков не употребляет. Практически идеал. А Маша потом спрашивает, слушай, а ты-то как вот клюнула? Там же не я один, там же много нас было в объявлении. Ну, она, конечно, может, фантазирует. Но на самом-то деле, ну, она у меня романтичная такая, натура-то. Я, говорит, взяла вот так вот ладошкой над газеткой поводила. Вот, от твоего объявления пошло тепло. Ну, и я написала тебе. Чешешь, наверное, но все равно приятно. Чешная. Так Виктор и нашел свою Машу.
Сегодня женщины, если и попадают в мужскую тюрьму «Централ», то только в больницу из СИЗО. Больница этот корпус стал не так давно. Раньше здесь тоже сидели, и женщины в том числе. Среди них были когда-то и две знаменитые артистки. Какие? Русланова валенки, специальность валенки. артистка, певица. Срок 10 лет, обвиняется в антисоветской агитации и пропаганде. Вообще не базарили раньше, блядь. И тоже сидела. Слышь, стоит форточка открыта. Стоит в форточке надзиратель. И у нас стоит. Гражданин дежурный. Можно я и Дежурный по роте. Вы в рот не берете? тихонечко спою песенку? Ей разрешали. Разрешали, спойте, только тихонько. Зачем было увлекаться? Ох, когда знал, что Русланова очень хорошую память оставила о себе в тюрьме тем, что она, когда узнавала, что кому-то из заключенных очень плохо, тюремная депрессия, так называемая, начинается, она просилась в эту камеру, да, и пела там песни, этого человека выводила из этого состояния. Помнишь, когда ты только поступил к нам в Вторая, гараж? да? Я на тебя как дуру накричала. Федорова Зоя Алексеевна, киноактриса, арестована в декабре 1946 года. 25 лет за шпионаж в пользу иностранного государства. Охуеть. Шпионка? На самом деле Федорову арестовали за связь с американским дипломатом, от которого у нее родилась дочь. Федорова провела полгода в тюрьме на Лубянке. В Лефортове пыталась покончить с собой, но ее спасли, и только потом попала во Владимир. Федорова и Русланова сидели в одной камере. По словам очевидцев, ссорились. После ссор подавали прошение начальнику тюрьмы развести их по разным камерам, а потом просились обратно вместе. И им снова не отказывали. Блядь. Бабы. Русланова освободят в 1953-м, а Зоя Федорова выйдет на свободу только в 1955-м, через 2 года после смерти Сталина. Сегодня, 14 декабря 2021. Адрес говорите, кто вам прислал, откуда? Место выдачи посылок. Город Ижевск. Забыл. Есть такая фигня, когда тебе присылают посылку, ты должен сказать, от кого она пришла. И самый прикол, что как бы, ну смотрите, ты же не можешь знать, по идее, от кого она пришла, если она пришла не от твоих близких, да? Соответственно, там понимают, что если ты называешь какого-то, ну, чувака, который там, ну, не твой однофамилец, там, не там, например, не видно, что это, допустим, твоя жена или мать или отец, соответственно, тебе какой-то чел левый прислал. Значит, как бы, ну, короче, хуйня в том, что, значит, у тебя есть телефон, значит, тебе друг прислал, ты с ним связался, и ты знаешь, как, откуда он тебе что прислал. То есть они понимают, что ты, ну, это значит, есть мобилы, и они это понимают. Список того, что можно передать сегодня во Владимирский Централ, очень широк. Ну, понятно, что нельзя передавать мобильники, допустим, алкоголь, да, наркотики, оружие, а так, ради бога. Но все это есть. Менялся временами. Например, некоторое количество лет назад можно было передавать табак, вот такие сигареты, только без фильтра, а с фильтром нельзя. Почему? А потому что умельцы заточки делали, блядь. Плавить фильтр вот так на огне и делать из него подобие режущей плоскости. Запретили. Теперь можно. Говорят, фильтры изменились. С другой стороны, теперь запрещены зажигалки. Почему? Да. Опять же... Одно время разрешали зажигалки, потом запретили, блядь. Раньше нельзя было сахар еще в зонах. Сахарозаменитель только разрешали. Потом и сахар разрешили тоже, блядь. Типа, ну, это вредная хуйня там, блядь. Ну, сахар нельзя было, чтобы брагу зэки не ставили. Но зэки ставили все равно на конфетах, на сгущенке, короче. На всей хуйне, блядь. Находили способ. Разрешили сахар потом. Умельцы, они, оказывается, могут наполнить зажигалку спиртом или наркотиками. Ой, блядь, да, кстати, запретили эту хуйню из-за того, что в зажигалках раствор, ну, раствор хмурого, короче, загоняли. Точно. С каким раствором?
снимается. Во-первых, лишнего мусора, чтобы в камерах не было. На этикетках может быть сделаны любые записи. Содержимое посылки арестанту отдают всегда без упаковки, потому что в упаковку можно легко спрятать, ну, например, деньги, что запрещено. Ты что-то отвернулся. Кто посылку-то получает? А? Он должен смотреть, кстати, да, чтобы он типа написал, там, получил все, типа ничего не спиздили. Хотя в голодные времена, я помню, было такое, что получаешь посылку, тебе там такой шмат сала, и мент смотрит такой на тебя и ножик показывает, типа, можно отрежу себе. Ты говоришь, ну давай, отрезай. Потому что если ты скажешь, что, блядь, ну типа нет, нельзя, тебе ее всю в рот выебут. Я помню, один раз была херня, мне, короче, передачку мать принесла на мой день рождения. И у меня, короче, ну не знаю, кто там, или менты, или хозбанда, сперли там шоколад, короче, был 5 шоколадок. Вот. Я говорю, шоколадок нету. Она говорит, ну напиши, что есть, типа. Я, говорю, тебе их там, типа, потом принесу. Я говорю, нет, я не буду писать, я напишу, что шоколадок нету. А я написал, что нет шоколадок, блядь, ну она эту бумагу принесла, там начальству, ей сказали, верни 5 шоколадок, мне принесли эти 5 шоколадок, но в следующий раз, когда мне пришла передачка, это был просто пиздец, там все было разъебано в труху. Мне 10 блоков сигарет, а там разворачивать надо было, короче, и просто в пакеты засовывать без пачек сигареты. Короче, мне эти сигареты сломали все, я из 10 блоков достал, знаете сколько? 2 сигареты целых только. Все остальное, все в рот выебано, все было переломано. Такое ощущение, что ее пинали, блядь, просто до 4-го этажа. Я на 4-м этаже сидел, на 5-м централе. Вот так вот, блядь, мстят. Посылки потрошат обязательно в присутствии арестанта, чтобы потом, не дай бог, не было никаких претензий. Но ну некоторые отворачиваются, потом не могут смотреть, как копаются в их вещах. А хорош-то, все мы можем, блядь. В советское время было по-другому. Тебя могли лишить посылки, тебя могли лишить ларька, ты не мог отовариваться, свидания, все что угодно. Но сейчас в гуманитарном плане здесь сейчас больше поблажек, конечно. Ясен хуй. Кое в чем-то, может, и потруднее. Но, а как же, если одни поблажки и не спрашивать вообще по режиму, то будет какой-то неправильный, да? Это уже так что, шпинярский лагерь получится. Как банк тушенки, ему нельзя банк тушенки, он следственный. Вынимай, раскрывай ее и в пакетик. Эта не шибко эстетичная процедура никого не удивляет. Проверяют обязательно все продукты, чтобы не Всё попало нахуй ничего проверяют. запрещенного. А спрятать его можно куда угодно. Они ломают. Не, видишь? Да она прощупывает, блядь, а вообще их ломают. Вот это сейчас оно передача тебе отдаст. Вчера пиздец был, вчера. Опять же, какого-нибудь бедолагу деда Этот покажет. старик очень любит в хорошую погоду сидеть здесь на скамейке. Удобно. Ровно 2 шага от дома и 2 до работы. До пивнухи. Сразу за воротами Владимирский Централ, где он прослужил много лет. А это дверь его квартиры. Александр Малинин был дежурным помощником начальника тюрьмы. А на том Он застал еще берегу время, когда здесь сидели политические. незабудки. Пауэрс, генерал Судоплатов. Сидит, В блядь. 1956 году сюда поступил новый осужденный, записанный как Василий Павлович Васильев. Он сидел отдельно и пользовался особым вниманием. Так, и кто же это был? Работала токарем на станке. У нас раньше столовая, значит, столовая, дверь открывается, человек 10 осужденных гуськом берут эти баки с пищей. Ребят, вот обратите внимание. Что он сейчас сказал? Человек 10 осужденных. Вы мне часто задаете вопрос, почему я говорю, это канал бывшего осужденного, а не осужденного. Типа, правильно говорит осужденные? Ну, потому что все так называют. И в основном администрация колоний так говорит. Осужденный такой-то, такой-то, осужденный такой-то, такой-то. И ты привыкаешь к этому. Ты осужденный, а не осужденный. То есть тебе это вдалбливают, это вот, ну, даже вот сами вертухаи так называют зэков. Это не я неграмотный. Он суд дал приложение сделать
коляску такую, тележку, чтобы возить пищу. То далеко на первый корпус, на об этом уже говорили. корпус, везде разносит. Так 10 человек тащат все эти бачки. Ну вот эту тележку смастерили, сделали так. Его звали тележку Сталинка. Сталина опять. Фамилию Сталина опять. Этим токарем-рационализатором был Василий Сталин, сын вождя, арестованный вскоре после смерти отца. Заебись так. Он это жаловался всегда на ноги. У него болели ноги. А он всю смену с 8 до 5 стоял у токарного станка на ногах, на больных ногах. Как он стоял, я не знаю. Пиздец. Койку никогда не заправлял. Мы придем, у него уберемся, все уложим, койку заправим. Всегда такой запах у него был. Какой? Не знаю. Говна? Открывал ли он форточку, не знаю. Понятно. Задыхались. Прошло уже 50 лет, а тележки, на которых возят еду, здесь по-прежнему иногда называют «сталинки». Первый раз слышу, так ее называли. Ну, может, на Владимирском централе не называют. Пям, нахуй, все, отвалилось, пизду. Баланда. Без баланды арестантской нет романтики жиганской. Сегодня в Централе кормят вполне сытно, но не очень разнообразно. Вот раскладка продуктов на одного арестанта Давай. в сутки. Понедельник. Завтрак. Каша пшеничная, молочная. Хлеб, чай, сахар. Пиздеж. Это для камеры тогда. Все на воде, блядь. На молоке, блядь, стали давать, ёпта, я не знаю. На молоке только на малолетке давали. И на больничке. А, блядь, на общих условиях стали давать кашу на молоке даже в Москве, в московских централах, по-моему, в 2014 году. Обед. Суп ячневый, каша перловая, кисель. Ужин. Макароны и рыба. Во вторник макароны заменены капустой, а ячневый суп рассольником. И так всю неделю. До революции блядь. во Владимирском Централе кормили Хочу даже удавов. смотреть, сука, на нее. Куда уж лучше-то, блядь? Когда начинали поднимать... Куда уж цены, лучше-то кормить, да, непосредственно, порция осужденных, например, порция заключенного 906 Шашлыки, года, блядь. особая порция, там, жаркое, котлеты телячьи, Чё, кисель хуя, клюквенный, блядь? кисель овсяный, 12 наименований. А суп горох, когда давать? Горох? А? Горох? Гороховые люди любят там. Блять, сука. Раздатчик пищи или баландер четко знает, в какую Бля. камеру нужно положить порцию погуще. Да Эта понятное камера дело. непростая, блатная. Туда костей побольше, нахуй. Потому что блатная жизнь и шоколадка. Тому подтверждение. Ой, не надо, блядь. Татуировки там и петухов тоже есть такие же. Русский человек, как говорится, люблю покушать, но не сказал, что тюремные баланды состоят из что-то неопределенного. Нет, сюда завозят действительно нормальный продукт. Их надо нормально готовить, и все. Только их не готовят нормально. А вот то, что осталось от обеда, больше половины. Заключенные часто отказываются от тюремной еды, вполне хватает передачи посылок. Это да. Потому что эту хуйню жрать не всегда возможно. Бывшие зэки, возят на общак, как говорится, везут целую машину продуктов и все. Вот, ребят, да, эту хуйню тоже заставал, что прям фурами человек сидит, есть у него там блат, он какой-то там туда-сюда, он, блядь, звонит, говорит, пацаны, ну, со мной сидел чел, короче, блядь, он раньше смотрел за городом Шатура, Леха. Он пацанам говорит, блядь, тут что-то, говорит, какая-то кормежка хуёвая на 5-м Централе, привезите фуру, блядь, овощей. Идет с хозяином, договаривается, говорит, блядь, привезут фуру овощей, блядь, давайте нормальную жратву, говорит, вы заебали, типа. И вот так вот содержались, да, тюрьмы. Да, раньше зэки, блядь, у кого есть возможность какая-то, коммерс или блатной, там, авторитет какой-то, у кого есть там возможность там где-то вот такую там подогнать, блядь. Ну, они там что-то забрали себе домой, кто-то там понабирал, блядь. Но по итогу баланда один хрен стала по сисястей, да.
И вот так вот кормили сами себя, блядь. Все для всех. И здесь принимают. Да. Иногда Гуманитарка. Посылки, да, на всех на общак привозят? Конечно, не посылки, а целые эти сумки несут. Чай, там разные папиросы. Ну, целую машину подгонят и разгружают. Да. И ментам что-то дадут, и зэкам. Вот так вот и выживают, блядь. Один из секретов Владимирского Централа. Оба. Подвал так называемого польского корпуса. Пыток, блядь. Именно здесь когда-то приводили в исполнение смертные приговоры. Кирюх, ты тут куда-то пошел, блядь. В войну были расстрельные приговоры. В войну специально построено здесь под чертом корпусом, внизу подвал такой. Там оборудовано, водопровод подведен, стекель на крови, там все расстреливали здесь. Нахуя? Да, рассказывали старослужащие, которые здесь работали. Арестанты поймут. Это было в военное время, в войну. Ебать. Могила уже готова. Кувырка его. Куда? С бутылочкой. Бутылочку напишут записку. И эту записка дата смерти, Воду, что ли? фамилия и отчество. И положат записку, эту бутылочку, и скоронят. Охуеть. И все. Ебать, а жизнь, блядь, какая штука. Клаустрофобам там делать нехуй, типа меня. В 1946 году в Централе появляются новые заключенные. Их привоз во Владимир стараются не афишировать. Они, как правило, все не молоды и практически не говорят по-русски. Немцев, отбывавших во Владимире срок за военные преступления, было около 100 человек. В том числе фельдмаршал фон Шернер, фельдмаршал Кляйст, последний комендант Берлина Вайдлинг, но им туда дорога. Начальник разведки Абвер Бентивени. Здесь находились Бентивени и Пикенброк, начальник разведки и контрразведки Абвер. Пентюх. Брок. Пикенброка постоянно, да и Бентивени тоже возили в Москву. Слушай, это не он пел песню? Вот, не в силах я эти цепи, мама, разорвать. Группа «Кабриолет». Александр Марцинкевич, блядь, похож. Какие-то консультации, допросы. И вот как раз специфика Ну-ка, ебани. тюрьмы, значит, те, кто получил... Не расстраивай. Здесь достаточно... Мама, ты меня... Бачки, китайцы какие-то, японцы. Вскоре к немцам прибавились японцы. Во Владимир привезли плененный в Маньчжурии штаб Всех нахуй во Владимир, блядь. Японцам было хуже, чем немцам. Их рассадили по разным камерам, они получали... И не давали доширак. ...посылок и практически не могли освоить русский язык. Ага. Ничего, блядь. А как вы хотели, ёпта? Один из пленных японцев подал начальнику тюрьмы прошение разрешить сидеть в камере с соотечественниками, потому что начал забывать язык. Прошение было отклонено. Дали пизды еще. Японец сошел с ума. Охуеть. А как в русской немцы, тюрьме, блядь? Они оказались, очевидно, более адаптированы к жесткой системе выживания. Вот, например, сын Кейтеля, того, которого повесили, а вот его сын здесь находился. Кейтель после общей трапезы отдавали кильку, собирал вот эти головки, хвостики. Вот Братская могила называется. Заключенные, простите, выплевывали и не ели. Вот обсосали, да, а головку бросили. Он их собирал, выкладывал на батарею, сушил, потом толок. Так. Когда выдавали масло, это было редко, но тем не менее выдавали, он делал паштет и съедал. Нихуя ты гусь. Немцы и японцы вернулись по домам в середине 50-х годов, кроме тех, кто умер во Владимирском Централе. Их хоронили на соседнем тюрьмой кладбище. Совсем недавно Япония поставила здесь скромный памятник своим 23 гражданам, умершим во Владимире. А где могилы немецких генералов, не знает сегодня никто. Хорони вот прямо за забором. Закутывают в одеяло, внесут
и закопают. Записку там оставить. Никаких памятников, ни надгробий могильных нет. Какие, блядь, зэкам ничего нигде не ставят, блядь, никогда. Никаких кладбищенских документов нет. Скорее всего, здесь, возле тюремной стены, где сейчас асфальт и ходит охрана, и здесь, под слоем более поздних могил, везде безвестные захоронения заключенных Владимирского Централа. Здесь, бля, крест врос в дерево. Вся жизнь человека здесь вытянута в одну линейку. На одном конце серое здание, роддом номер 1, затем тюрьма номер 2, и там вдали за забором зелень, кладбище. Вся человеческая жизнь. Роддом, тюрьма, кладбище. В центре этой триады города Владимира, вот он, Централ. Продиджи? А вот он, ёпта. Слушайте лучше, блядь, вот Ноута Банейча, блядь, или нахуй Паблик Энеми, чем это все. Ну, а еще лучше слушайте Многознал, либо, блядь, Паша Техник. Так, ребят, блядь, ну вот такой вот Владимирский Централ. Такой вот выпуск про Владимирский Централ. Говорят, еще будет продолжение, поэтому, как говорится, давайте будем посмотреть. По мне, так, в принципе, неплохой выпуск. А вы свое мнение обязательно пишите в комментариях. Лайк, подписка, все дела. С вами был Миша Плюшка. Берегите себя, не попадайте ни в какое дерьмо, чтобы не испытать на своей шкуре вот это вот все. Слушайте меня, мотайте на ус и увидимся.